недели будет мало. В этом вообще вся суть нашей жизни, наверное. Может, давление. Доброе утро. Как я хорошо поспал сегодня. Наконец-то не было холодно, не было громко. Вообще было идеально. О, свежо так. Сегодня идем 33 километра, 2 этапа, потому что... Почему нет? Смотрите, здесь говорят «Бон Надал». Это тоже не испанский, это какой-то галисийский язык. Типа как с Новым годом. Ничего общего с испанским, ну почти. Иногда случаются такие вот ситуации, то есть здесь написано, что официально нужно идти направо, но здесь написано налево, там крестик, там стрелочка идти туда, там туда, там туда. Ну, я думаю, стрелочек больше, чем всего остального, поэтому просто пойдем по стрелочкам. Видите, сколько их здесь. Стрелочки лучше знают. Кстати, я иду и слушаю аудиокнигу. Думаю, очень классная идея слушать аудиокниги, пока вы идете. Когда я просто устаю от думания, я просто начинаю слушать аудиокнигу, чтобы как-то изменить ход своих мыслей. Сейчас слушаю книгу Питерсона, уже вторую. То есть до этого я читал его «12 правил жизни». Очень интересная книга. Словом, хотел рассказать про мотивацию. Самые сложные моменты для меня лично — это вот когда я прихожу в хостел, в альберге, если с самого утра, когда ты приходишь, тебе нужно разложить вещи, помыться, и у меня нет спального мешка, нет никакого одеяла, то есть это момент вот самый сложный для меня, когда вот хочется просто как-то отдохнуть, но не получается. И вот даже не проблема вот идти, когда я иду, наоборот, мне вот прям очень это нравится, и как-то все спокойно становится, умиротворенно. Да, иногда спина болит, иногда ноги болят, но это все проходит. Особенно с утра, когда холодно, тогда я уже жалею вообще, что я здесь нахожусь. Здесь горы, вау. Такой вот незапланированный отдых у меня наметился. У меня шла кровь из носа вчера, когда я пошел в душ. Потом во время урока и потом еще раз вечером после урока. Только что снова начала идти. Может, давление. Я вспомнил, что не впервые у меня идет кровь из носа. Когда я ездил на велосипеде на Майорке, тогда я проехал тоже очень много, мне прям очень было сложно. И очень сильно болели ноги, потому что я ездил по горам. И я не ожидал, что там будут такие горы. Я не знаю, может, это из-за каких-то усиленных физической нагрузки, но вчера я даже не ходил много. Позавчера я ходил много, но вчера нет. И сегодня я только начал свой путь. Какие-то у вас, может быть, есть идеи, с чем это может быть связано? Говорил, что буду делиться с вами ходом своих мыслей. Скажем так, первые 3 дня, сегодня уже 4-й,
Я больше думал в общем, о чем подумать, просто вот сортировал как-то свои мысли. Только что подумал, что нужно установить какие-то цели себе на будущее, чтобы знать, куда двигаться, над чем работать, чтобы потом отслеживать прогресс и понимать, движусь ли я в правильном направлении. Рабочие или там творческие цели. Да, ведь счастье состоит не в достижении цели, а в процессе достижения цели. В этом вообще вся суть нашей жизни, наверное, двигаться к поставленным целям, поэтому нужно ставить какие-то такие амбициозные цели. Сейчас четвертый день, некоторые люди идут путь вообще всего 4 дня, некоторые идут месяц, полтора, два. Я не знаю, сколько времени лучше всего идти, чтобы не было слишком мало или слишком много. Я думаю, недели будет мало. Мне бы не хватило недели, так как только на четвертый день я как-то уже начинаю трезво мыслить, скажем так. Потому что как американские горки, какие-то взлеты и падения. Потому что иногда ты идешь, тебе просто грустно, хочется плакать. Иногда ты идешь такой веселый, вдохновленный. И не знаю, как-то в вот этих вот перепадах нужно словить правильное настроение, чтобы подумать над чем-то полезным и стоящим. Это не так уж и просто, если честно. Тем более, если есть много вещей, чтобы обдумать. И вообще мой способ жизни, он такой расслабленный, спокойный. Да, и все равно у меня нашлось очень много вещей, на которые у меня никогда не было времени. А вот здесь они так вот вываливаются из шкафа, напоминают мне о своем существовании. Не хочу, конечно, умничать, но если у вас какая-то насыщенная жизнь, и у вас вообще нет времени на себя, быстренько вы спустились, классно вам. И у вас нет времени на подумать или просто никакого личного времени, то этот путь, я думаю, вам поможет. Таким способом можно сэкономить на психологах. Какая-то самотерапия. Самотерапия. Есть такое слово вообще? Я вам еще не показал этот альберге. Вот душ, как обычно. Никакой приватности. До сих пор темно на улице, а все уже ушли. Потому что если ты хочешь пройти 40 километров за день, то нужно тебе идти вот так вот прям как пуля лететь. Здесь ничего почти не видно, но здесь почти ничего и нет. Такая вот общая зона, где можно поработать себе, посидеть. Это единственное место, где можно зарядить свои девайсы, потому что в комнате розеток нет. Так, здесь много книг. И смотрите, что здесь есть. Па-па-па-пам. Я очень удивился, потому что часто не увидишь флаг России. Так, и здесь даже есть кухня. Пойдемте, я вам покажу кухню. Вот кухня. Сложно это назвать кухней, потому что здесь только микроволновки, которыми можно пользоваться. Всю посуду убрали из-за пандемии. Сейчас здесь хотя бы есть какие-то стаканы. И вот даже есть вот холодильник. Вроде работает. Но никто не готовил с тех ребят, что здесь были. Никто не готовил. Только я себе разогрел там тортилью, покушал. Никто вроде здесь не завтракал. Не знаю, почему так. Может, они любят завтракать в ресторанах. Но я не могу себе этого позволить. Так. Комнаты. Вот видите, какая огромная комната. А сегодня здесь было где-то 8 человек здесь было. 9 со мной. Видите, вот они не убрали эту одноразовую постель со своих кроватей, что плохо. Потому что мы должны ее все снять и выбросить после того, как мы закончили свое пребывание здесь. Я не понимаю, почему все так спешат уходить. Ведь на улице темно. Какая разница идти вот сейчас с утра ночью или вечером ночью. Так
Сегодня уже 5-й или 6-й день. Я уже начал как-то привыкать к этому всему. Я понял, что я даже могу работать вечером, могу себе там заниматься своими делами. То есть времени предостаточно для всего. Хотя даже вчера вот я прошел где-то 40, почти 40 километров. Пришел сюда уже почти вечером, сходил в супермаркет, купил себе покушать, поработал немножко и спать. Я думаю, летом здесь немножко веселее. В контексте того, что ты встаешь и можешь сразу идти, и уже светло, и можешь идти допоздна. Не знаю. Во всем есть плюсы и минусы. Мои полотенца темпоральные, потому что полотенце я забыл в каком-то из хостелов. В путь. И в этом хостеле повезло, потому что мне вот дали такое вот одеяло, очень теплое. И только благодаря ему я не замерз этой ночью. Все остальные люди, конечно же, люди как люди, взяли с собой спальные мешки. Так что обязательно берите спальные мешки. Это все из-за пандемии. Раньше давали одеяло, но сейчас не дают. Я не уверен, что воду с крана можно пить, но у меня нет другого выбора.